Йоу, кодер. Сегодня мы будем заниматься достаточно грешным делом для кодера. Это из чего-то очень технологичного делать что-то гораздо менее технологичное. Итак, сегодня мы будем с вами делать переводчик на основе искусственного интеллекта. Как мы отлично все знаем, ну или не знаем, а сейчас узнаем, Gemini от Google – это нейросеть, которая очень хорошо работает с текстами, в том числе и с переводом текста. Я хочу этим воспользоваться для того, чтобы создать небольшой переводчик с любого языка на любой язык за минимальное количество кода. В предыдущих видео мы часто использовали консольные программы, делали консольные программы. Тут ничего такого ужасного в этом нет, но мне почему-то кажется, что лучше в данном случае нам использовать не консоль, а давайте сделаем какой-то простенький Telegram-бот, который будет нам выполнять функцию переводчика. Для начала давайте с вами импортируем из библиотеки Gemini Requests модуль Gen. Эту библиотеку мы специально создали для зрителей нашего канала. Разумеется, у нас все подсвечивается красным, потому что у нас не существует еще этой библиотеки, мы ее еще не установили. Мы можем ее установить, нажав на соответствующую кнопочку. На самом деле эта библиотека очень простенькая и базовая, она устанавливается очень быстро и скачивается очень быстро. Просто у меня интернет-соединение такое, что, к сожалению, это не сильно хорошо заметно. Так что пока завершается установка нашей библиотеки, мы не будем терять время впустую, мы создадим класс нашего переводчика. Первым делом пропишем функцию инициализации этого класса, которая будет содержать в себе настройки этого класса. И тут я понял, что я недостаточно хорошо продумал это видео. И я очень долго и муторно пытался подобрать, какие именно аргументы и какие именно настройки подойдут для этого класса. Но в итоге я определился, и вот конечный результат. Итак, как мы можем обратить внимание, наш класс будет принимать аргумент FromLanguage, язык оригинала, ToLanguage, язык, на который будет осуществляться перевод, BeforeTR, то есть BeforeTranslate, это значит перед переводом, и AfterTranslate, после перевода. То есть там будет находиться контент до и после его перевода на другой язык. Но все-таки так как этот модуль просто связывается с генеративной нейронной сетью и просит у нее перевести контент с одного языка на другой, то нам потребуется промпт, в котором описываются все эти инструкции. Также в функцию инициализации мы добавим переменную. Обратите внимание, это не аргумент, нам не нужно будет ее менять, эту переменную. Поэтому мы просто пропишем переменную, которая будет называться prompt, в которой и будет находиться наша коротенькая инструкция. Для того, чтобы нейросеть лучше понимала, чего мы от нее хотим, хоть наша задача и не сильно какая-то запутанная, мы пропишем наш промпт на английском языке. Это тоже у меня заняло некоторое время, потому что мы, так сказать, импровизируем. Текст оригинала мы сейчас уберем из промпта, он нам не нужен будет, я его оставил, чтобы не забыть его добавить перед генерацией ответа. Теперь в нашем классе, который называется Translate, мы создадим функцию, которая также называется Translate. Можем назвать и по-другому, но я так захотел. Эта функция и будет связываться с искусственным интеллектом, отправлять ему наш запрос, получать ответ, которым будет являться перевод нашего контента, и показывать его пользователю. Давайте с вами создадим переменную под названием AI, которой мы обозначим класс Gen, который мы импортировали заранее из библиотеки Gemini Requests. Давайте добавим наш промпт, который мы написали до этого, в системные инструкции этого искусственного интеллекта. В классе Gen есть переменная System Instructions. Эта переменная, она должна содержать список словарей, в которых под ключом текст находится инструкция. В роли наших системных инструкций мы выберем нашу переменную self-prompt, но мы не забываем, что она готова у нас к форматированию. Форматирование в двух словах – это подставление значения в заранее указанные места. Я чаще всего использую форматирование при помощи словаря, потому что мне так визуально приятнее и удобнее. Не знаю, тут кому как, на вкус и цвет. Вот как будет выглядеть наша переменная self-prompt после того, как мы в нее подставили нужные нам значения. Помните, я говорил, что потом оригинальный текст
мы удалим из промпта. Так вот, сейчас давайте мы переформируем наш промпт таким образом, чтобы оригинальный текст нам нужен был только при отправке сообщения от пользователя модели. Теперь наш промпт выглядит гораздо более привлекательно. Уберем лишние значения из форматирования промпта. Оно слишком непонятно и неразборчиво, похоже на какой-то JSON формат. Давайте все-таки сделаем из всего этого какой-то однострочный алгоритм. И вроде бы наши системные инструкции готовы. Давайте двигаться дальше. Теперь в историю сообщений чата с искусственным интеллектом мы добавляем сообщение от пользователя. Сделать мы это можем при помощи функции history_add, которая находится в классе Gen, которым мы назначили переменную AI. Эта функция принимает только два аргумента – роль и контент. Роль – это у нас пользователь, то есть user, а контентом у нас является именно тот текст, который мы собираемся перевести. Итак, после того, как мы собрали такую несложную конструкцию, мы можем генерировать наш ответ и добавить его в какую-то переменную. Как мы помним, у нас для этой цели специально заранее подготовлена переменная after_tr, то есть after_translate. Можно даже сразу распечатать эту переменную, вывести ее в консоль, чтобы мы видели результаты нашего перевода. Так как речь идет о переменной внутри класса, нам даже не обязательно, чтобы функция translate что-либо возвращала. Мы сможем просто добраться до переменной after_translate. Итак, инициализируем наш класс, сохранив его в переменную tr. Теперь в классе tr находим переменную before_translate и прописываем в ней тот текст, который мы хотим перевести. В данном случае это будет слово hello на английском. Так как нам требуется перевести с английского языка на русский язык, и мы можем увидеть, что в нашем классе по умолчанию перевод происходит именно с английского именно на русский, то мы можем даже это не прописывать и все оставить как есть. По умолчанию все у нас правильно настроено. Первым делом библиотека Gemini Requests потребует у нас Gemini API ключ. Нам его потребуется ввести, чтобы мы могли использовать нейросети Gemini. Gemini API ключ нам требуется ввести всего один раз. Потом это нам не потребуется, он сохраняется в нашем проекте. Тут можно не заметить, но я вставил свой API ключ, просто он находится за слоем блюра, поэтому он чуть-чуть сливается с окружающей средой. И мы можем заметить, что на выходе мы получили как раз слово на русском языке. То есть на входе наша функция приняла слово на английском, на выходе она выдала слово на русском. Как в общем нам и требовалось. И та-да-да-дам, рубрика «Эксперименты». Давайте экспериментировать с языками, посмотрим, что у нас получится. С каких языков на какие языки мы можем переводить, и насколько корректным будет наш перевод, и насколько корректно будет вообще наша функция работать, и будет ли она вообще возвращать нам перевод. Давайте в первую очередь переведем с русского на арабский. И да, вам не послышалось, именно с русского, несмотря на то, что наш текст написан на английском. Мы хотим посмотреть, не затупит ли наша нейронка, ну и переведется ли то, что нам нужно перевести. Текст был отлично переведен на арабский, несмотря на то, что вместо русского языка в виде входных данных был английский язык. Как мы помним, если мы не вводим никаких аргументов, наш класс по умолчанию будет переводить с английского на русский. Также можем поэкспериментировать и вводить исключительно язык, на который будет осуществляться перевод. Давайте опять протестируем работоспособность класса с русским языком. Теперь давайте попробуем с арабским языком. Давайте попробуем еще перевести на иврит. Я люблю пытаться переводить на арабский и иврит, потому что обычно нейросетям очень сложно с этими языками работать. Итак, удалим наш код, оставим чистый класс. Теперь давайте в корне нашей рабочей директории создадим еще одну директорию, которая будет называться src. Это директория, которая будет хранить в себе все ресурсы, которые мы будем использовать. И в эту директорию мы переместим наш код. В корне проекта опять создадим файл main.py, потому что у нас его теперь тут нет. Мы его только что переместили. А файл, который мы переместили, мы можем назвать просто tools.
Теперь первым делом нам нужно открыть консоль и скачать и установить библиотеку Python, которая называется Telebot. И она нам позволит взаимодействовать с функционалом ботов Telegram. Давайте теперь в директории ресурсов, в директории src, мы создадим новый файл, назовем его tg-connections, и он будет отвечать за подключение к боту Telegram. Теперь мы можем импортировать библиотеку Python, которую только что установили, которая называется Telebot, которая создана для взаимодействия с ботами Telegram. Я не буду долго объяснять, что обозначает каждое действие. Про Telegram у меня будет отдельное видео, где я все объясняю очень подробно. Давайте создадим объект нашего бота. Вставим в него токен, который мы сейчас пропишем в файле, чтобы не блюрить постоянно. Также я хочу установить parse mode в HTML. Это режим форматирования текста в сообщениях. Мы сегодня работаем на полной импровизации, поэтому мы еще не имеем представления, понадобится ли нам клавиатура или кнопки. Но в любом случае я люблю использовать инлайн клавиатуру и инлайн кнопки. Поэтому именно пути к ним я сейчас укорочу, чтобы их было гораздо удобнее использовать. Это на самом деле очень удобная фича, я не знаю, почему мало программистов ее используют. Но создавать свои какие-то переменные, которые являются сокращением каких-то функций, которые находятся в какой-то жопе и названы как-то не очень понятно, это самый лучший вариант. Теперь, после того, как мы настроили весь функционал и все подключения, давайте мы с вами пропишем логику самого бота Telegram в нашем основном файле main.py. Первым делом импортируем все, что есть в файле tg-connection, который находится в папке src. И это то, что позволит нам использовать функции, переменные и классы, которые находятся в tg-connection. Теперь мы с вами вызовем декоратор message-handler, который находится в объекте bot. Вызовем мы его с аргументом commands. И этим аргументом у нас будет список со словом start. Это то, что позволит нам реагировать на команду start, которую присылает пользователь боту. Под вызовом декоратора прописываем функцию, название может быть совершенно любым, и функция в аргументах принимает сообщение. Дальше мы вызываем функцию sendMessage нашего объекта bot, которая отправляет сообщение. В первом аргументе мы должны передавать ID адресата. В данном случае это отправитель сообщения. Отправитель сообщения пишется именно так: message chat ID, то есть ID чата, из которого прислано сообщение. Вторым аргументом этой функции является текст сообщения, которое будет отправлено в чат, который мы указали. Переведем на английский и немного допишем. Давайте все-таки для удобства выведем чат ID в отдельную переменную. Еще не будет лишним прописать в коде, чтобы бот реагировал только если эта команда прислана в приватном чате. Теперь вызовем еще один message-handler, который уже будет реагировать на все оставшиеся текстовые сообщения. Сразу создадим переменную chat ID, потому что мы уже знаем, где находится отправитель этого сообщения. Теперь мы можем использовать наш класс переводчика, но для начала нам нужно его импортировать. Мы помним, что класс translate у нас находится в файле tools.py. Теперь давайте переменную объекта нашего переводчика сохраним с каким-то более простым названием, например, tr. Давайте теперь в нашем коде укажем, что переменная класса tr под названием beforeTranslate будет иметь значение текста, которое является текстом сообщения, которое было нам прислано. Дальше у нас уже прописано, что все это дело переводится, и результат after translate будет передаваться в сообщении. Обратите внимание, что функция translate нашего переводчика действительно не нуждается в том, чтобы возвращать какую-либо функцию. Мы можем просто использовать переменную, в которую сохраняется результат. Немного сократим наш код для читабельности.
Очень тонкая грань, кстати, для читабельности иногда нужно код сокращать, а иногда наоборот, делить на как можно больше переменных. Если не угадать, так сказать, с пропорциями, то дальнейшее взаимодействие с нашим кодом будет крайне сложным. Сейчас, если мы попробуем запустить нашего бота, у нас, конечно, никаких ошибок не будет, но бот сразу выключится. Чтобы бот попал в бесконечный цикл, нам нужно прописать бот polling. Я заранее подготовил бота для тестирования и уже прописал его токен. Давайте посмотрим, как он реагирует на нашу команду start. Нажмем на кнопку Start вверху страницы взаимодействия с нашим ботом и видим, что он нам ответил именно то, что мы и хотели. Наш бот пока еще не настраивается, он знает только английский и русский, но давай напишем ему сообщение на русском и будем надеяться, он его переведет корректно на английский. На самом деле это вопрос под ковыркой, потому что бот начал бы рассказывать о себе действительно и рассказывать, как у него дела, но этот же понял, что надо перевести фразу. Давайте перейдем в наш код и сделаем еще несколько изменений. Я думаю, нам тут стоит отредактировать две детали. Начнем с более простой. Первая деталь — это то, что пока нам бот отвечает, это занимает некоторое время и кажется, будто он подвис. Стоит добавить уведомление или сообщение о том, что бот все-таки генерирует сообщение, подождите, пожалуйста, или что-то в этом роде. Вторая деталь — это то, что мы хотим изменять все-таки язык. Какой переводчик без изменения языка, правильно? Давайте начнем с первого пункта, то есть пропишем сообщение, что ответ генерируется, пока наша нейросеть не сгенерирует ответ. У функции sendMessage в нашем объекте bot есть одна интересная особенность. Функция sendMessage возвращает нам объект сообщения. То есть оттуда мы можем достать ID сообщения и ID чата. А это уже значит, что мы можем удалить сообщение с помощью этих данных. Поэтому давайте точно так же, как и всегда, отправим сообщение через бот sendMessage, но сохраним его в переменную. Переменную нашу мы назовем loadingMessage, чтобы нам было понятно, что в ней хранится. В этом сообщении будет сказано пользователю, что сообщение переводится. И мы уже по коду можем отследить, что сначала отправляется нашим ботом сообщение о том, что контент переводится, потом идет перевод контента, а потом отправка контента. Мы же добавим функцию удаления сообщения о том, что контент переводится перед отправкой контента. А теперь самое интересное, время тестировать. Давайте отправим нашему боту команду start. Теперь отправим любое сообщение нашему боту, например, попросим рассказать о себе. И вроде все работает, но вот бот не перевел нам наш текст, а просто взял и ответил на вопрос. Нам это не надо, что-то пошло не так, давайте посмотрим. На то, что происходили ошибки при выполнении кода, вообще ничего не указывает. Я долго искал, мучился, думал, что не так, а дело оказалось в моей невнимательности. Я забыл, что по умолчанию мы переводим все-таки не с русского языка на английский, а с английского на русский. Поэтому код работал некорректно, потому что я пишу, что перевод с английского на русский, а в итоге наоборот. Даже наглядно покажу, какая часть кода именно это была. Вот здесь вот в аргументах класса у нас язык по умолчанию был наоборот, поэтому у нас была проблема. Итак, с первым пунктом мы разобрались, переходим ко второму пункту. Для второго пункта, я думаю, нам понадобится некоторая пародия на настройки. И эти настройки я хочу, чтобы сохранялись отдельно в файле, чтобы если вдруг бот поймал какую-то ошибку, например, ошибка сети, и перезапустился, то чтобы все данные, которые в нем были прописаны, использованы, чтобы все они сохранялись. Давайте сейчас просто создадим две функции. Одна будет называться pick, она будет сохранять любые данные в определенный файл. И вторая функция будет называться unpick. То же самое, только наоборот. Pickle, если кто не знает эту библиотеку, она позволяет сохранять код в ее исходном состоянии. Вот, за счет побайтовой переписи файла.
Функция unpick, то есть функция самого чтения, будет принимать только один аргумент. Это файл, который требуется прочесть. Для этого файл должен существовать обязательно. А вторая функция будет называться pick. У нее один аргумент будет данными, а второй аргумент будет тоже файлом. И в таком случае наша функция будет знать, какие данные нужно сохранить в какой файл. Если файла нет, он будет создан. Если файл есть, он будет перезаписан. Давайте я немного заспойлерю и перескочим вперед. Я хочу сохранять настройки в виде формата JSON, то есть в виде словаря. Настройки для каждого пользователя будут храниться в отдельном файле, который назван как user ID этого пользователя. Вот в моем представлении настройки и их сохранение должны были выглядеть именно так. И настройки, как мы видим, всего две. Язык до перевода, язык после перевода. По коду мы уже можем отследить, что если человек отправил боту команду start, если нету файла с названием чата ID человека в указанной директории, тогда этот файл создается с заранее указанными настройками, то есть с настройками по умолчанию. Иначе ничего не происходит и просто отправляется сообщение от бота. То есть, если человек заходит к нам не впервые, этот файл уже не создается. Теперь при инициализации объекта нашего переводчика можно просто доставать данные из нашего файла. А в этих данных будет как раз язык, с которого переводится и на который переводится. Отлично, теперь добавим в наш код мониторинг еще двух команд. Одна команда будет заменять язык оригинала, а другая команда будет заменять и устанавливать язык, на который будет осуществляться перевод. На этом этапе код будет крайне интуитивно понятен, поэтому я его не буду объяснять, я просто немножечко ускорю видео, чтобы было приятнее его смотреть. На данном отрывке кода я не буду останавливаться, потому что все, что здесь написано, мы уже сегодня проходили. Поэтому, кому интересно, тот может просто остановить видео, почитать код, и ему сразу станет все ясно. И вот и пришло время для финальных тестов нашего бота. Давайте его запустим. Попробуем отправить нашему боту команду start. Он на нее отвечает в обычном режиме. Теперь я хочу перевести слова раз, два, три. Отлично. Все прекрасно переведено было на английский. Мы же помним, что по умолчанию у нас перевод осуществляется именно на английский язык. Давайте попробуем сменить язык, например, на что-то нестандартное, иврит. Я хочу перевести точно то же самое. Раз, два, три. Кто не верит, пусть проверит, а я как человек, который иврит знает, могу с точностью и уверенностью сказать, что именно это и есть тот самый перевод. Давайте попробуем другой язык, например, арабский. Арабского я не знаю, но все же интересно, как сработает. Я вас поздравляю, у вас теперь есть очень крутой и навороченный переводчик, который работает на основе искусственного интеллекта, и он переводит все крайне дословно, то есть вы можете не беспокоиться, что собеседник вас не поймет. Если тебе это видео показалось интересным и полезным, ставь лайк, подписывайся, жмакай на бубенцы, мы с тобой увидимся в следующем видео. Пока-пока.